Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас еще одно наращивание ногтей для клиентки, которая колупает ногти. Причем, обратите внимание, ногти были явно съедены, потому что возле кутикулы еще остались остатки от предыдущего гель-лака, то есть не подходил материал сам от кутикулы, а его со стороны свободного края просто поскусывали. И сегодня у нас еще одно очередное наращивание, но с предупреждением того, что если эти ногти опять съедят, больше наращивать мы не будем до тех пор, пока ногтевая пластина не обновится полностью. Потому что я вам уже не раз говорила, что чем тоньше ноготочек, чем более он поврежденный, тем хуже держится на нем материал. Поэтому мы получаем такой себе замкнутый круг. Если его едят часто, то он при этом становится еще более хрупко держащимся на ногтях, лучше естся, и его едят еще чаще. То есть ногтям наносят дополнительную травму постоянно. И чтобы разорвать этот замкнутый круг, нужно либо не есть ногти, чтобы отросла ногтевая пластина неповрежденная, либо их не наращивать для того, чтобы отросла ногтевая пластина неповрежденная. Поэтому клиентка предупреждена, надеюсь, это ее испугает, и она их лопать не станет в этот раз. Мы же тем временем по классической схеме подготовили ноготки, убрали птериги, нанесли праймер, базовый гель, наносим подложечку под наши будущие ноготочки и потом будем моделировать. Сегодня будем наращивать наши ноготочки самыми обычными гелями средней вязкости. В данном случае все это можно сделать в технике безопила, выравнивания одной капелькой, то, как вы привыкли делать это на выравнивании базой. Но я такой метод не люблю, как вы знаете, поэтому буду пилить. Для этого я нанесла подложечку, хорошо ее просушила, наношу конструирующий, камуфлирующий гель для того, чтобы перекрыть зону свободного края. На этом этапе начинаю уже материал поджимать для того, чтобы собрать арочку. И потом сверху перекрываю замесом из камуфляжа с прозрачкой. Замес 50 на 50 камуфляж с прозрачкой для того, чтобы он лучше просыхал, но при этом имел красивый камуфлирующий оттенок. Этот этап я также поджимаю, и после того, как все у нас хорошо просохло, начинаю опиливать. В данном случае максимально грязный опил произвожу при помощи фрезы. То есть убираю тот материал, который сразу вижу, что он будет явно лишним. Потом пилочкой мне останется совсем немножечко доработать. А теперь переходим к этапу с дизайном. Как обычно, покрываем наши ноготочки цветом, готовим его под дизайн. Сегодня дизайн у нас будет несложный, очень легкий, очень простой, в стиле минимализма, все как вы любите. С таким дизайном ногтей справится даже тот человек, который первый раз возьмет в руки кисточку. Поэтому, новичочки, вперед, я в вас верю, у вас такой дизайн получится.
На некоторые ноготочки мы решили добавить литье втирками. Для того, чтобы втирка у нас втерлась только туда, куда нам необходимо, мы бафим поверхность ногтя. Только в забафленный гель не втирается пигмент. Если у вас будет финиш с матовым эффектом, все равно в такой топ пигмент вотрется. Поэтому, если вы хотите поработать в данной технике, не забывайте хорошенечко бафить поверхность перед тем, как затирать ее пигментом. Вот, собственно говоря, и все. Такой дизайн ногтей у нас получился безумно просто, легко и быстро. Все наращивание у нас заняло ровно 2 часа. Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Не забудьте подписаться на канал, впереди будет еще очень много чего интересного. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч, пока!